У меня очень многие спрашивают, как ты вообще пришла к этой специальности? Вот как ты пришла к этой специальности? История очень интересная, смешная и давняя. Я заканчивала торговый институт в Киеве. Это были вообще 68-е годы какие-то непонятные. И у нас там занимались девочки с Узбекистана, с Казахстана. И я смотрю, что они там лепят, что-то рвут. Я говорю, девочки, что вы делаете? Вы без волос. У нас так это в Киеве модно, что с волосами мы ходили. Ну, правда, под мышками девочки, уважающие себя, всегда брили или отрезали, подрезали немножко. А ноги, это же было цимес. Надо было побрить, чтобы волосы больше росли. Они говорят, ну у нас так не полагается. Мы же все-таки в республике другой живем. Ну и как-то так уже закончили, они мне рассказали, что это такое, что они делают сахар, варят, тут это, варят, потом делают, и тут мы уже все дипломированные, работаем, они уехали к себе. Но, как всегда, девчонки с курса дружат между собой. Я всем перезваниваю, и в Казахстан позвонила, и в Узбекистан позвонила. Я говорю, девчонки, я уезжаю. Но самое главное, я не знаю, чем я даже там буду заниматься. Линка, ты не волнуйся. Ты помнишь, мы лепили вот этот сахар? Я говорю, ну и что мне этот сахар даст? Я говорю, для жизни. Ну, на всякий случай надо все уметь. Кто-то там конфеты надо научиться делать, кто-то еще что-то. В общем, чуть ли не ящики презервативов туда надо везти. И они меня вот так... Мы приезжаем к тебе в Киев, все покажем, все расскажем. Хорошо, приехали они ко мне в Киев. Так, смотри, делаешь так. Приезжает Лина в Америку. Это был 77-й год. Без языка, с ностальгией уже страшнейшей, с депрессией необыкновенной, ни денег, ничего. Тут моя соседка, американка, говорит мне на английском языке, который я вообще 3 слов не знала. Но она мне как-то так объяснила, что пойдешь к моему другу, я тебя покажу моему другу, может быть, ты там будешь что-то делать. А друг был парикмахером шикарным и находился от меня где-то, ну, может быть, полчаса езды. Так как я сдала уже права, приехала, машина меня ждала уже в Америке. Я садилась на машину и ехала к ним туда. Я никогда не забуду. Его звали Кармен, а ее звали Вики. Она была красавица, а он был, наверное, на 20 лет старше ее. И вот я, значит, прихожу, и в этот момент они такие улыбаются, как будто бы меня 1000 лет знают. И я же никогда не встречалась с американцами, мы же все серьезные. А они такие, hi, how are you? И вот я смотрю, она меня за руку, значит, так тащит в кабинет, у нее лежит какая-то старушка. Я смотрю, у нее, значит, этот воск растопленный, желтого цвета, как, ну, как сахар. Она берет палку, на эту палку этот воск, к этой бабке и на ногу ей. А этот воск не тянется, а она рвет ей на ногу этот воск. И я когда это увидела, у меня сердце начало болеть. Мне уже жалко бабушку стало и ее кожу. И я так с улыбочкой тоже, ну, мы уже познакомились, ее так рукой назад, отойди. Взяла эту палочку и как-то так осторожненько, ну, понимаю, что-то надо с ней сделать. Я же делала уже этот сахар. Положила, тряпочкой оторвала. Бабушка такая счастливая. Уже сделали эти ноги, правда, это у меня заняло, ну, может быть, полдня я ей делала одну ногу и полдня вторую ногу. Бабушка пришла домой, она должна была отмыть очень много вакса с себя, но она была счастлива, что это была не Вики, а я, что ее до крови не разорвали. Ну, так как-то постепенно. И я овладела этой специальностью. Вот это просто, чему я говорю, у меня очень мои всегда друзья, у меня друзей много в этой сфере, в косметологической. Кто тебя затащил сюда? Кто тебя затащил сюда? Я говорю, да тихо, я вам расскажу историю, но расскажу я ее, конечно, в моей программе.